Шалом, красавицы! Ваша элит-тьютер по женскому успеху Этиэлла принесла своим птенчикам главные советы в женской жизни. Есть хорошая техника, я ее делюсь с девочками, которым я помогаю раскрыть женственность. Вы слышали, как кто-то обсуждает ситуацию? Он купил ей уже квартиру и машину, а она даже его не целует. Это чей-то женский успех, и мы с вами просто обязаны его повторить. Для начала давайте сделаем вдох и попросим Вселенную, чтобы она нас услышала. Настраиваем вибрации на денежный поток. Подари. Только вслух не произносим, а то не сбудется. Сделали? Все. Молодцы, мои хорошие. Теперь слушаем. Как правильно просить деньги и подарки? Как правильно просить подарки у мужчин? Как просить подарки у мужчины? Он дарит вам подарки. Но вы чувствуете, что он может лучше? Я понимаю, что всем нам нужно с чего-то начинать, но это универсальный закон Вселенной. Если он ездит на самокате курьером, а вам дарит вонючий Дайсон, то, использовав технику женского успеха, вы сможете создать себе, чтобы он регулярно дарил абонемент в салон. Когда мужик зарабатывает, допустим, даже 100-120, в эту зарплату подарить своей женщине на Новый год iPhone вполне реально. Если ты просто тупая, ты, сука, подумаешь об этом заранее и чуть-чуть отложишь денежку. Да, если он ездит на такси комфорт, а вам дарит MacBook, то вы должны понимать, что это базовый минимум. И, очевидно, вы можете создать себе бибику. На каком свидании просить подарок либо деньги у мужчины? Купил мне Бентли. Я так сделала на первом свидании. Сказала, очень хочу себе Бентли Континенталь. Сказал, купим. И купил. Вот. Также вы можете прогревать через трюизмы. Это когда вы рассказываете... Если у вашего тюбика Porsche, то мы целимся на квартиру в ЖК в пределах МКАДа. Я слышала, что мужчина тебе подарил квартиру. Расскажи, как это произошло. Я выстраивала с ним высокую ценность, то есть месяц у нас ничего не было, только ухаживание, я смотрела на поступки. Не буду лить ни цирярку, девочки, расскажу, как есть. Да, когда вам дарят подарки, это не повод себя хвалить. Это базовый минимум. И он так пытается купить нас. Он платит за билет в нашу розовую богиню жизни. А знали ли вы, что когда-то богиня была священной и божественной? Ее символические изображения украшали стены пещер древних людей. Она присутствует среди самых ранних артефактов человеческой истории. Когда человек впервые начал создавать произведения искусства, женская сексуальность и плодовитость бесспорно считались священными. Вы, впустив его, отдадите больше энергии жизни, чем стоит любой позолоченный кусок мусора, что он вам подарит. И эту энергию, девочки, нам никто не вернет. Наш ресурс конечен. Так что главная ошибка, которую может допустить успешная женщина, это дать обезьянке какой-то намек на благодарность и удовлетворенность, да? Он же потом при первом удобном случае нам предъявит, что мы ему чем-то обязаны. За что угодно. За квартиру, машину и даже вонючий Дайсон, понимаете? Надо потом еще отработать, блядь, за этот подарок, быть потом идеальной, понимаешь?
любой базовый комплимент, вроде того же кастомного айфона, да, он вас унизит какими-то своими просьбами за него. А успешная женщина не должна допускать такую ситуацию, потому что мы от природы никогда ничего не можем быть должны обезьянкам. Женщина, она вообще совершенно изначально, у нее все есть просто по факту рождения. Целеустроение по-женски – это как раз вот то самое стремление стать богиней. Да, богиня есть внутри каждой у нас, да, каждая женщина богиня. Вопрос какая, как она в себе эти развивает качества, потому что в нашей школе мы любим говорить, что женщина, она вообще совершенно изначально, у нее все есть просто по факту рождения. Мы снисходим до них из жалости, да, о жизни, а они греются в наших лучах, и они завянут без них. А мы, да, мы чистые и самодостаточные. Мы без мужиков можем все, а вот они без нас. Поэтому вам крайне важно знать, как правильно получать подарки. Да, девочки, это нужно уметь делать так, чтобы никогда не опускать планку. Правильно? Что бы он вам ни подарил, никогда не унижайтесь словом спасибо. Этого слова не должно быть во рту у успешной женщины. Что же необходимо делать в этой ситуации? Приготовься. Это будет шок. Тебе необходимо будет просто открыть свой рот. Подарки – это язык любви. И язык этот должен быть его языком, а не моим. Мужики слишком примитивны, чтобы иметь какие-то чувства. У них от природы все нервные окончания сведены в одно место, да? Так что бы они ни говорили, с мужского на человеческий это переводится как жалобное умоляние. Впустите нас побреться в вашу розовую богиню. Сегодня у меня в гостях блогер Мария Богиня. Маш, привет. Здрасте. Нам не нужно ему никогда ничего дарить. Кроме экстренных случаев, когда нужно, чтобы он чувствовал себя особенно виноватым, да? Но об этом потом. Преподнести ему какой-то очень хороший подарок, чтобы ему стало стыдно, и он тут же пошел и подарил еще лучший подарок. Сначала нам нужно поставить себя на витрину, чтобы он понимал, чего именно мы достойны и ниже чего не опустимся. Недавно мне написал, предложил один мужчина сходить на кофе. Дорогой, со мной на кофе не ходят. Планка должна быть заранее ясно обозначена. Смогли бы вы встречаться с парнем, у которого Android? Ну, такой телефон, знаете, который не iPhone. Для меня это реально сразу нет. Но сказать это вслух, да, это сразу признать проиграние. А нам нужна только победа по жизни, да? Так что слово «хочу» должно каждый день проговариваться минимум один раз, девочки. Обязательно, вот поклянитесь мне, что возьмете себе в привычку раз в день произносить вслух «хочу». Так, чтобы он слышал. И заодно это подкрепление, это заодно подкрепление связи со Вселенной, потому что когда вы говорите так, чтобы слышал он, то услышит и Вселенная тоже. Это не так просто, как кажется, да? Мне подарили квартиру. Да, вы не ослышались, я до сих пор сама в шоке. Теперь у меня есть двухкомнатная квартира в центре города, моя. И я не плачу больше аренду. Я могу расслабить себя, слышит Всевышний, и он посылает в твою жизнь людей. И однажды просто говорят: бери эти ключи, теперь это твое. Я села, я плакала, я не верила. Мне захотелось просто обнять небо, землю, мир. Потому что это не просто подарок, это знак. Мое сердце было услышано. Нужно заранее приготовить каталог и карту желаний, чтобы не скатиться и не продешевить.
Порепетируйте перед зеркалом, чтобы «хочу» звучало заметно и привлекательно, чтобы оно привлекало внимание, а иначе ваш обезьян просто об этом забудет сразу же, даже не заметит. А повторять значит унижаться. Вы, когда повторяете то, что он не услышал, вы словно становитесь перед ним на колени, а ему только этого и нужно. Мой первый вопрос. Как правильно просить подарки и деньги у мужчин? Самый частый вопрос. Как правильно? Вообще нет никакого правила. Самое главное, чтобы ты была сукой, самкой, альфа-самкой. А он был ничтожеством в твоей голове. Ну, то есть, какой бы он распиздатый, охуевший, великий не был, он в твоей голове просто тупое насекомое, понимаешь? То есть ты должна доминировать в голове над ним. Так что, если с первого раза мужчинка вас не слышит, это означает, что его внимание вас недостойно. И вы, по понятиям, сразу спускаетесь туда, в шелупонь, к его маме и домашним, да? К жене еще, фу. Нет, нам такого не надо. Не услышал? Значит, пусть просит прощения. Я об этом позже расскажу, когда дойдем до праведного гнева. Да? Вы должны на него взглянуть вот так. Это ж реакция, мальчик. Мужчина — це не ваши, блядь, родители. Он так не может к вам обращаться. Мы говорим «хочу». Хочу новый телефон, да? Или хочу на Сейшелы, да? Хочу шопинг в Дубаях. Говорим каждый день что-то новое. И когда он решится нам что-то из этого дать. Да? Вам нужно, запоминаем, девочки, сейчас самое главное, вот он делает вам что-то из того, что вы просили у Вселенной, а вы примите с опаской, так будто там явно какой-то подвох. Девочки, мужчина просто так ничего никогда не сделает. Он даже находится с вами в отношениях только потому, что он себя чувствует классно. Когда мужчина вам дарит подарки, он дарит подарки для того, чтобы получить ваши... Мы все знаем, какой. Никакого сюрприза нет. Он выманивает одобрение или ластится в нашу печку, да? Вот тогда действительно мужчина может быть и романтичным, но он это делает и исключительно, чтобы добиться своей женщины. Но делаем вид, что не в курсе. Совсем не в курсе, чего он там на самом деле хочет, хлопаем глазами, и потом, самое главное, девочки, начинаем плакать. Если вы уже зашли так далеко, то искусство женского плача для вас пройденный этап. Иначе не тратьте свое и мое время. Вы плачете со всей искренностью, но без перегибов. В рыдание уходить рано, и чтоб никаких соплей, кроме милого пошморгивания носиком, да? Вот как правильно попросить у мужчины себе подарок? Если ты правильно якоришь мужчину на эмоциях, то мужчина сам захочет ее одарить любыми подарками. Но это ни в коем случае не слезы счастья. Нет, это обида. Вас обидели этим подарком, потому что вы хотели совсем не его. Попроси своего парня подарить тебе цветы, и когда он подарит, я думаю, что ты должна сказать ему, что вот так вот ты не хотела, что ты хотела, чтобы он сам догадался, а вот эти подачки тебе не нужны. Да, неважно, что вы говорили ранее, мы всегда можем сказать, что мы говорили не это, а что-то другое. Это ведь базовый газлайтинг. Учимся газлайтить правильно.
Манипуляция газлайтинг. В процессе подобной манипуляции производится буквально филигранная, тонкая работа, собирается определенный букет аргументов. Если вы не умеете правильно газлайдить, можете сразу идти на работу. Куда-то в шахту или в ПВЗ. Я не знаю, где люди вообще работают. В салон, делать ноготочки тем, кого мама научила ходить, говорить, вкакать в горшок и газлайдить. Ну, базовый же минимум, базовый. Решили интернета. Вот, вы думаете, кто это? Новые люди. И Единая Россия. А вы аплодируете. Все это поправляет. И когда он увидит, что вы обиделись, что вы плачете, приняв его подарок, то, во-первых, это сразу поднимает вам планку, чтобы в следующий раз он выдал что-то в разы ценнее. А мужчины, которые приезжают на свидание на каких-то Рено, Фольксвагенах, я не знаю, на каких-то Ланосах, еще что-то, вы в своем уме? Это вообще не машина. Или какая-то классная, хорошая машина, или вообще никакая. Посмотри на меня, как я могу сесть в эту бомжатскую машину. Вы знаете, даже когда туда садишься, там пахнет этой бедностью. Надо приезжать на хорошей машине. Вы что, не можете больше как-то постараться, заработать денег, купить классную машину? Или не ходите тогда на свидание. Ну я извиняюсь, ну какое Пежо, и я туда буду садиться и ехать? Я слишком красивая для такой машины, алло. Ну как бы я достойна лучшего. И я не хочу садиться в такие бомжатские машины. Да? А вместе с ценностью подарка, который мы так себе создаем, поднимается и наша драгоценность тоже. Если не для Вселенной, то для себя. А что может быть важнее себя, да? Вот вы плачете, но принимаете его подарок. Потому что вы великодушны, вы так снисходительны. Мы ему позволяем нам это дарить. Окей, да, на жалости тоже можно выпрашивать очень много подарков, но не огромный букет. Вы должны вести себя соответствующе. Хочешь мне понравится? Ну, вызови мне Мерин до ресторана. Мужчина должен до вас дотягиваться, не наоборот. Наденьте уже наконец-то эту корону, и у вас будут и букеты, и подарки. И говорите о своих желаниях, мол, хочу такой букет, хочу такую машину. Это окей, потому что таким образом ты позволяешь за собой ухаживать. Да, позволяем. Но еще не прощаем его за этот подарок. Чтобы мы простили его за подарок, да, нужно, чтобы он показал, на что на самом деле готов ради нашего снисхождения. В московских Раменках молодой человек потратил около 70 миллионов рублей на 20 тысяч роз, устроив масштабный романтический жест. Пусть подарит еще и ценнее. Тогда в следующий раз мы обязательно его, может быть, подумаем простить, если не обидимся за его следующий подарок. А мы обидимся. И теперь, когда я рассказала про то, как повышать планку на подарки, думаю, стоит напомнить про стратегию обиды, чтобы вы там не сильно радовались женскому успеху. И не забыли ее регулярно практиковать. Как правильно обижаться на мужчин? Подпишись, а я отвечу как психолог. Как правильно обижаться на... Смотри, вот ты никогда не должна быть хуже него. У него не должно быть морального права. Никогда, в принципе. Да? Это базовый минимум. Для мужчины, для настоящего мужчины, ругаться со своей женщиной, побеждать свою женщину – это признак ущербности. Поэтому, чтобы быть лучше, чем он, нужно, чтобы он был хуже, чем мы. А чтобы он был хуже, нужно ему регулярно напоминать, какой он хуже. Если мужчина просто водит вас в ресторан и зовет в путешествие, вы его придаток, он не считает, что вы достойны того, чтобы вас добиваться, он вас уже получил, и, скорее всего, очень легко, тогда у мужчины нет никакого интереса, он считает, что для вас подарок полететь куда-то с ним, и все, это уже был подарок. Такой мужчина херовый, потому что он вас не ценит.
обижаемся раз в неделю. Обязательно. Надолго или по ходу дела, можно по поводу, если вам не лень его искать. Но главное, просто обязательно, регулярно обижаться. А потом эту городину. Не надо со мной так разговаривать. Не надо со мной разговаривать так. Ну не надо со мной разговаривать таким тоном. Ну не таким тоном надо со мной разговаривать. Если он не замечает, а мужики часто не способны отличить оземпик от пальца, то включаем рыдания. А чтобы не надоели слезы, злимся и красиво, громко устраиваем истерики. Как просить у мужчины подарка, чтобы он не подумал, что вы меркантильная? Подписывайся, а я расскажу. Так, значит. Послушай-ка меня сюда, выкидыш пробирочный из Чернобыля. Ты, во-первых, фильтруй свою хрюканину, что ты говоришь вообще мне. Во-вторых, меня вообще не волнует, мне это нужно сегодня либо завтра. Иначе наша с тобой беседа закончится поножовщиной. Вот увидишь. И не надо потом плакать, и не надо потом звонить мамочке, жаловаться, какой ты бедненький и что тебя обижают. Я тебя предупредила. Совсем уже нюх потерян. Примите свою теневую сторону, что вы меркантильные суки, и несите это с гордостью. И исходя из этого, после этого у вас будет иммунитет на нищеброда. Вы будете находить адекватных мужчин, которые готовы вкладываться. Если мужчина вас не боится, то вы что-то делаете неправильно. Для начала намекните его, как вы желанны для остальных. Пускай помнит, что вас все хотят, но достаетесь вы только ему. Если достаетесь, что вы могли бы достаться ему, но вот-вот вас перехватит кто-нибудь с более ценными подарками. Учиться просить денег и подарков нужно у тех мужчин, которые тебе не нравятся. Например, вот эти часы за 37 тысяч евро 10 лет назад я попросила у мужчины, на которого мне было все равно. Так он будет любить вас сильнее и проявлять свою любовь. Что подарить или попросить на Новый год девушке, у которой есть все? Давайте я покажу вам лучшие подарки с вайбом It Girl. В случаях, когда даже это не помогает, я всегда советую делать эмоциональную кастрацию. Термин умный, конечно, но неудачный, потому что ничего не объясняет. Смотрите, девочки, как правильно ее делать, да? Нужно позвать людей, мнение которых важно для вашего тюбика, да? И когда они соберутся, наверное, к костру, и он будет заботиться о своей репутации, нужно несколько раз его при них критиковать. Но так, чтобы он сам обязательно видел, иначе он ничего не почувствует. В 30 лет мужчина уже должен что-то себя представлять, иметь, понятное дело, деньги, квартиру, машину, бизнес и так далее. Да, он меня забрал там с цветами, мы поехали с ним в ресторан, все было красиво, но мы поехали с ним не в дорогой ресторан, я сразу это заметила. Но думаю, ладно, окей, дам как бы мальчику еще один шанс, посмотрим, что он себя представляет. У него нету, в 30 лет у него нету ни квартиры, ни машины. То есть он мне говорит, я живу в съемочной квартире. Я говорю, в смысле ты живешь в съемочной квартире? У тебя своей квартиры нет? Он такой говорит, нет. Я говорю, хорошо, ты только работаешь тренером, у тебя и никакого бизнеса нет? Он говорит, нет. Девочки, я была в шоке. Он ничего, просто тупо ничего не достиг в этой жизни. Я считаю, что это просто неудачник. Лучше всего, конечно, жаловаться на него так, чтобы тебя жалели те, кто слушают. А вот высмеивать его при людях ни в коем случае нельзя. Это, конечно, очень приятно, да, и очень его задевает. Но мы тогда из позы жертвенной огненочки переходим в позу рычащей львицы. А мужчина в этот момент может перехватить инициативу и стать жертвой сам. Тогда ты будешь там меркантильной, шлюхой, какой-то не такой, и вот это вот все, то, что тебе, значит, про тебя рассказывали. Конечно, на людях он так не может сделать, потому что это не по-мужски. Но лучше все равно не рисковать. К тому же, если среди публики нет вашей подруги, которая потом поможет загазлайтить его, что это он сам-то говорил, а не вы, то придется потом что-то придумывать. А от этого у нас идут кто? Правильно, морщины.
и стресс. И вы из-за него получаете стресс. А я не хочу, чтобы мои зрительницы, мои птенчики получали стресс из-за мужиков. Как стать женщиной, которая знает себе цену не на словах, а каждой клеточкой тела? Есть даже понятие женщины высокой ценности. Чем раньше ты начнешь ее строить, тем быстрее перестанешь радоваться крошкам и начнешь получать то, чего достойна. Становимся в позу жертвенной ягненочки, девочки. Смело и гордо, как написано на женском роду успешной женщиной, да? Тогда надо задуматься, а что я нахуй в этих отношениях делаю, если для меня мужчина не хочет стараться и давать мне материальные ресурсы, значит он меня не любит. Меня хочет только кексы, меня хочет только использовать, понимаете? Если мужчина не хочет меня радовать, не ценит, бля, и хочет меня заваливать подарками, и чувствует себя от этого героем. А что я нахуй делаю? Это голддиггер, это он меркантильный, что не вкладывается никак. Никогда, да? Ни при каких обстоятельствах не говорите, что именно он делает не так. А если говорите, то по Максу пространно. Женщина, она должна быть мягкой, она должна уметь попросить, прогнуться, да, обласкать своего красавчика для того, чтобы получить желаемое. Это женская мудрость, женская хитрость. Я считаю себя очень мудрой. Мы всегда можем сделать маленькую девочку, да? Девочку маленькую. Вообще, я такая, я девочка, я люблю подарки. Я тут посмотрела себе там вот эту косметику. Закажешь? Чтобы было ясно, что мы не про логику и не про смыслы, а про чувства. И именно эмоциональная правда, которую чувствуют женщины, когда чувства важнее фактов, да, это и есть наша суперсила, наше женское благословение розовой богини жизни. Я какая-то воплощенная богиня. Вот серьезно, я не шучу, я не прикалываюсь, отвечаю. Я это просто какое-то нереальное божество. Если я еду в такси, я думаю, как же повезло таксисту, который везет это дивное творение, что он сейчас прям надышится моей энергией. Это 300%. Я вам клянусь на своих подписках. Это женская истина в последней инстанции. Страх, девочки, запомните, страх – это лучший автор де Бальзак. Нужно, чтобы мужики чувствовали, что ходят по минному полю, что шага влево и шага вправо и взрыв, и что будет больно, и грязно, и страшно, смотря что у вас лучше получается. Просто скажи, что ты от меня хочешь. Хочешь, я не знаю, маникюр сделать себе, хочешь, я тебе какой-нибудь подарок сделаю, хочешь, я тебе просто денег дам, только не спрашивай меня больше об этом. Он должен чувствовать, он должен ловить каждый твой взгляд, следить за языком так, будто не то что слово, да, чтобы звук мог тебя обидеть. И пусть сам потом думает, какой именно звук, да, это не моя работа ему пояснять, что он делает не так. Потому что ему это надо в первую очередь, да? Не-не-не. Чтобы я ему позволяла себя любить, это надо ему. Это базовый минимум. Отвечать мужчине, что он говорит, я тебе деньги, подарки и так далее, а ты мне что? Вы ему как раз и даете те эмоции, да? То есть вы отражаете ваше состояние. Смотрите. Если вы девушка счастливая, да, не замороченная, вы легкая, вы знаете, как не залипать на проблемах, а сразу от них уходить, да, то есть, естественно, вы такая легкая, с вами, кажется, после общения вас кажется, я все могу, я могу перевернуть мир. Соответственно, это отражается на мужчину, он благодаря этому зарабатывает деньги, он может себя еще больше реализовать, то есть, вы ему даете вот это вот невероятное чувство поддержки, то есть, это может оценить только успешный мужчина, вот, и успешный мужчина, естественно, никогда не скажет, а ты мне что, вот, поэтому вы можете так сказать, я даю тебе эмоции, благодаря которым ты развиваешься, у тебя бизнес идет в гору, у тебя вообще все круто происходит. Вот, так что вы можете своему мужчине сказать, слушай, спасибо вообще, что ты жив, не обанкротился и тебя не посадили. Ну вот, мы вроде как все и повторили на сегодня. Давайте сейчас вдохнем и поблагодарим Вселенную, что мы такие прекрасные, что мы есть друг у друга, да? Платье в пол, сарафан, женская энергия.
Я похожа на дерево. Его сила и мудрость внутри меня. И помните, кто виноват, тот пусть и вымаливает, и заслуживает, а просить у вас ничего не вправе. Так что главное в его жизни должно быть не чтобы вы были счастливы, а чтобы вы не были несчастны. Ладно.